свалка, просто свалка. Я приехал к брату, на заднем фоне контейнер. Вода не проникает. Небольшой уголок откололся. Едет вот сюда, здесь у нас находится один дом, здесь второй. Брус, потолок, стены покрылись плесенью. Найти что-то нереально. Просил, чтобы строители убрали и окно, и утепление. Воли дерева, здесь осталась яма. Вот я в ней стою. Нужно уже думать о каком-то дополнительном месте хранения и раскладывать все либо в бытовку, либо сарай. Всем привет, мои хорошие. Дачники, строители, просто увлеченные жизнью люди. Половину этого лета я хотел себе построить сарай, чтобы хранить там вещи. И думал о различных вариантах. В итоге остановился на бытовке, самой дешевой, которую заказал, и мне ее поставили. Но при этом в это же время брат именно для таких же целей рассматривал себе контейнер. И он тоже себе его поставил. Сегодня мы хотим сравнить эти два варианта. Я вам расскажу о бытовке, о том, как ее ставили, логистика, из чего сделано, с какими уже минусами я столкнулся. Он то же самое сделает по контейнеру. Затем это все дело сравним и посмотрим, что у нас происходит. При покупке бытовки обычно бывают две опции. Самая распространенная, когда бытовки собираются на базе и сюда уже доставляются манипулятором. То есть приезжает водитель, хоп-хоп, крюком выгрузил, бытовку поставил на специальные блоки и уехал. Но на большинстве русских, или нет, наверное, даже советских участков, которые выдавались и у которых 6 соток, обычно расстояние внутри участка такое, и так идут провода, что такой манипулятор проехать не может. Сейчас вам тоже покажу периметр. Вот забор с сплошняком, который идет. Провода с электричеством расположены в 4, максимум 5 метрах над участком. И также, если посмотреть, вот здесь вот сзади есть гараж. Единственное пространство, из которого может машина проехать на участок. Слушай, наверное, здесь, 2:30 где-то. Я думаю, не больше. Следовательно, помогает только ручная сборка на участке, что, в принципе, я и выбрал. После согласования цены, материалов, ко мне приехала «Газель» с 2 архаровцами, которые выгрузили здесь все материалы и построили вот такую вот бытовку. Если говорить про комплектацию, поскольку мне нужна бытовка только для хранения вещей, не для какого проживания, я попросил, чтобы она была без окна. И также в надежде снизить стоимость у меня были переговоры, и я хотел, чтобы утепления не было тоже. Но в итоге, как оказалось, на стоимость это не сильно влияет, плюс-минус 2000 рублей или плюс-минус 5 у разных компаний. Но о ценообразовании немножко еще расскажу потом. Давайте смотреть, что получилось. Из чего сделана моя бытовочка? Сама конструкция стоит на таких вот больших 2 9-сантиметровых направляющих. В самой конструкции использован брус 5 сантиметров. Снаружи все обшито вагонкой, внутри утеплитель, здесь ветроизоляция, после утеплителя пароизоляция. Дальше внизу ОСБ-доска и здесь арголит. С одной стороны, я доволен. Рабочие построили бытовку за день. У меня появилось место, где я могу наконец-таки хранить вещи. Но давайте поговорим о недостатках, с которыми я столкнулся. На момент строительства именно для меня эти недостатки были супер неочевидные. Во-первых, если говорить о менее серьезных, здесь саморезы, они не всегда попали в каркас, и поэтому некоторые из них просто попали в утеплитель. Также внутри все брусья сколочены гвоздями. Следовательно, если что-то нужно будет переделать, придется попотеть. Дверь поставлена криво, очень плохо сделанные петли тоже придется здесь переделывать. Вот эта доска немножко болтается, и здесь арголит тоже немножко болтается. Пеной вроде бы залили, и в принципе как бы меня устраивает, особенно для сарая, нормально. Вот. Но главная проблема, несмотря на договоренности с базой, привезли сырой брус. И мы еще договаривались, что весь брус будет обработан антисептиком. В итоге обрабатывали на месте только главные направляющие элементы каркаса, вот именно которые лежат внизу на полу. Вот здесь брус, который находится за стенами, который 5 сантиметров, он полностью сырой. И поскольку у меня нет окна, и
мое помещение его не предусматривает. Буквально за первые 7 дней бытовка находилась, воздух здесь особо не ходил. На потолке появилась плесень, вот здесь я ее убирал. Все доски, которые здесь лежали, именно брусья, вот можно посмотреть, они покрылись грибком черным. Дополнительно пришлось их обрабатывать. Это который я дальше решил использовать. Пол тоже немножко покрылся грибком. Но главная проблема в том, что сохранялась огромная повышенная влажность. В итоге в какой-то момент я просто понял, что бытовку необходимо спасать и делать так, чтобы была вентиляция, чтобы ходил воздух. Я в экстренном порядке взял просто корончатое сверло, сделал 1, 2, 3, 4 дырки с каждой стороны по длинной стороне. И воздух начал ходить снизу вверх. Вроде стало получше, дополнительно покрыл все антисептиком уже сам, распространение грибка замедлилось. Но что меня смущает? Меня смущает главное, что внутри находится утеплитель. Я не уверен, что везде сделана пароизоляция и ветрозащита. Когда будет влажно, например, весной или в конце осени, когда будут именно большие дожди, здесь утеплитель может намокать. Какой вывод из этого я могу сделать? Если вы хотите помещение для хранения вещей за 90-100 тысяч в 2025 году, это прям важное пояснение, такая бытовка подойдет. Но если вы рассматриваете на рынке, думаете использовать такую бытовку как жилое помещение, категорически нет. Нужно смотреть либо на что-то прям металлически каркасное, которое нормально сделано, но никаких сырых брусьев, никаких ОСБ-досок, арголитовых панелей и других творческих элементов конструкции. Стоимость зависит от внешней обшивки, она может быть из вагонки или других досок, от внутренней отделки, опять же, вагонка, арголит, от того, что вы используете в полу, наличие утеплителя и мажете ли вы доски антисептиком. При этом нужно внимательно следить, чтобы не обманули. Если смотреть Авито, то очень многие предлагают цены, начиная с 45 тысяч или 60. Но когда ты уже выходишь на диалог с людьми, то оказывается, они работают только от 80 или предлагают от 75, но закладывают экстра сумму в доставку. В итоге, если смотреть на рынке, бытовка стоит примерно 75-85 тысяч. Это стандартная 6-метровая. При этом в стандартной комплектации сразу будет идти внешняя отделка вагонка, внутренняя арголит и обязательно будет наличие утеплителя. Если, например, для хозяйственного помещения, как у меня, наличие утеплителя было не обязательно и скорее даже не нужно, то при попытке его удалить базы неохотно скидывают деньги и готовы скинуть 2-3 тысячи, ну, может, максимум 5, что в целом вообще становится нецелесообразно. Я приехал к брату, вот контейнер, такой красный, красивый. Сейчас он вам про него расскажет. Начнем с самого главного. Что у нас с логистикой? С логистикой все просто. Ты приезжаешь на контейнерную базу, выбираешь понравившийся контейнер, заказываешь манипулятор, тебе привозят, ты расплачиваешься. А манипулятор ты брал на базе? На базе это самая простая часть. Самое сложное – это завести его на участок. Участок у нас стандартный, 6 соток, 20 на 30 метров. Чтобы въехала около 10-метровая машина, нам потребовалось домкратом вытащить забор, вытащить ворота, все деревья спилить, избавиться от дикого винограда, и радиус поворота позволил машине спокойно заехать на участок. Единственное, что крыша здесь и здесь, она немножко не дала проезду, поэтому кусочек откололся. Но это не страшно. Мы убрали еще сверху вот этот провод, который висел, и контейнер спокойно вот сюда заехал. Плитка была полностью уничтожена. Ну, почти. Некоторые кусочки остались. Нужно будет от нее потом избавиться. Когда мы выкапывали дерево, здесь осталась яма. Вот я в ней стою. Грузовик сюда заехал и застрял. Нам пришлось подкладывать доски, его откатывать назад, и только тогда он въехал. Водитель, конечно, был в ярости, потому что мы его не предупредили, но мы не знали, что такую технику остановит буквально какая-то корневая система.
Когда приезжает манипулятор, нужно быть осторожным. Например, у нас очень болотистая почва. И здесь, когда манипулятор ставит свои опоры и затем уже начинает выгружать контейнер, то получается, что он проваливается. Под опоры ставились вот такие огромные доски, чтобы хоть как-то его стабилизировать. 3 тонны же весит, да? 3 тонны весит, ставили доски, ставили щиты, все равно это дело проваливалось, доски трещали. Нам повезло, что не было дождей. Если бы почва была мокрая, то, возможно, машина бы завязла, и тогда ничего не получилось. По сравнению с моей бытовкой, контейнер выглядит как огромная такая монолитная махина. Бытовочка сделана из бруса 50×50, арголита, немножко вагонки. А здесь железо, резина, железо, даже болты сделаны, чтобы не гнили. Здесь порядка 6 миллиметров сталь. Везде она гидроизолирована, болты тоже. Резиновые прокладки, соответственно, внутри такой сухой термос. Внешние погодные условия туда не попадают, все-таки он создан для морских круизов. Полностью сверху крыша цельная, ничего туда из воды не попадает. Снизу пропитанная фанера, прикрученная на шурупы. Здесь возят и автомобили, здесь возят и бытовую технику. В данном случае какая-то бытовая техника каталась. Слушай, а для меня можешь, пожалуйста, показать, как он закрывается? Давай посмотрим. У нас есть 2 поворотных ручки на каждой двери. Сверху ручки находятся скобы. Они откидываются и закидываются для того, чтобы можно было поставить контейнер на замок. Соответственно, когда мы оттягиваем ручки, поворачиваются трубы, снизу ослабляются замки и выталкивают дверь наружу. Контейнер устанавливали на бетонные плиты, 50 сантиметров у них ширина, по 2 плиты под каждую ногу. Учитывая, что это 6-метровый контейнер, то 4 точки опоры ему вполне хватает. Когда выгрузили из манипулятора, то он уперся 2 ногами, вроде четко попал, но на другие плиты пришлось их подвинуть, потом контейнер встал. Но там было небольшое расстояние, как только почва просела под ним, то все 4 точки устаканились. А главное, места хватит, вагон. Самое главное в контейнере – это полы. На них нужно обращать внимание из-за того, что они будут служить верой и правдой в течение долгих лет уже после вывода контейнера из эксплуатации. И они пропитаны, это толстая фанера, пришитая шурупами. Что касается всего остального, то, в принципе, про металл мы сказали. Сверху крыша не течет, есть вентиляция. Расскажи еще раз, пожалуйста, про экономику. Про экономику все просто. Есть стандартные контейнеры 2,60. Они стоят порядка 75 тысяч на текущий момент, но в разное состояние убитости. Это может быть ржавый контейнер, может быть помятый контейнер. Ну, соответственно, они все стандартные, такие были сделаны на заводе и жизнь большую повидали. За 85 можно найти состояние получше. Я рассматривал 3 контейнера, у одного были убитые полы, другой был ржавый, третий вонял внутри, поэтому ни один из них не подошел. Если из них скомпоновать и сделать что-то нормальное, тогда получился бы идеальный вариант. Этот контейнер, он выше, он 2,90, не является совсем стандартным, но 2,90 они из завода идут очень дорогими. Учитывая, что это переделанный 12-метровый, то у него ценник выше, чем стандартных контейнеров 2,60. 100 тысяч рублей. За эти деньги можно его приобрести, но не везде. Доставка манипулятором 20 тысяч порядка стоит, но зависит от того, насколько далеко везти и как устанавливать. Теперь давай обсудим про сравнение с бытовкой. Как раз ты рассказал цены. Что получается? Получается, я за те же 100 тысяч вместо этого прекрасного контейнера я построил себе на участке деревянную бытовку, которая сырая, которую нужно красить, за которой нужно постоянно ухаживать и следить. Но важный момент. 120, потому что 20 еще доставка установка. 120. Но важный момент есть. Когда я ставил на участке бытовку, я обязательно ставил с установкой, так как в моих критериях моего участка я не могу просто взять и привезти любую бытовку с базы. Если бы мы рассматривали этот контейнер по аналогии с бытовкой, которую сгружают сюда, то вышло бы 80 тысяч, может 86.
переходя к главному вопросу. Если у вас есть возможность привезти контейнер, не нужно ничего разбирать, нет мешающих проводов, то лучше привозить именно его, потому что при схожих свойствах хранения контейнер долговечнее, лучше устроен, и туда помещается все-таки больше вещей. Если мы говорим о бытовке, то ее стоит рассматривать только если на участке требуется сборка. Но при этом важно помнить, что в случае контейнера его нужно внимательно проверять на ржавые полы, вентиляцию, из чего сделан каркас, не прогнил ли он, и особенно радиацию, потому что непонятно, что там возили. Если мы говорим о бытовке, всегда следует узнать, из каких досок его делают, сырых, не сырых, и обязательно проконтролировать, чтобы все покрывали антисептиком, желательно сразу на базе. Вот такие дела. Такое у нас получилось видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока-пока.